Это я там сижу и рассказываю. Знаешь, вот я летаю над Берлином. Скажут, ну, Хамраев трюкач, да, а? Я решил подняться на один из этажей этого отеля, где мы жили с Андреем Тарковским, с Алешей Сахаровым. Номера, конечно, сейчас уже все переоборудованы. Вот по дверям видно, что все новенькое. Но тогда я никогда не забуду, вернулись мы с какого-то банкета, где не сдержался Алеша Сахаров, отошел в сторону к бару и выпил пару бутылок шампанского, а может и 3, а может и 4. И мы с Андреем его тащили в гостиницу, чуть ли не на плечах Алешу. Мычал он что-то, пытался рассказывать нам, какие-то команды, там по-немецки кричал, потому что детство его прошло в Дрездене. И вот в один из номеров, где мы жили, мы сели с Андреем, а Алешу уложили спать. Вот, сидим, значит, беседуем с Андреем, и он вдруг смотрит в сторону двери, и взгляд у Андрея просто становится стеклянным. Что такое? Я поворачиваюсь и вижу, что в дверях стоит Алеша Сахаров, абсолютно обнаженный, абсолютно. До сих пор помню его рыжие волосы на груди и даже пониже. И он руки уперел в бока, говорит, ну как, ребята, вот так можете? Ну, я не знал, что. Все, думаю, конец. Сейчас кто-то будет проходить, хоть и 2 часа ночи, по коридору увидеть абсолютно голого советского кинорежиссера. Тарковский, не моргнув глазом, говорит, можем. Взял, разделся. Я вообще остолбенел. И Андрей подходит к Леше, берет его под руку, пойдем, говорит, прогуляемся. И они пошли вот так вот по коридору, пошли, думаю, ой, я смотрю назад, вперед, чтобы никто не вышел из немцев. Это будет такой скандал. 2 абсолютно обнаженных советских кинорежиссера. Поравнявшись с номером Алеши, Андрей открывает дверь и заталкивает в номер Алексея Сахарова, запирает на ключ, берет и бегом в свой номер, одевается, говорит, да, это непростая у нас с тобой поездка. Но, слава Богу, все обошлось, и во время всей остальной нашей поездки Алеша Сахаров ни разу не сорвался, ни разу не нарушил режим трезвенника. С того памятного 1973 года прошло более 50 лет. И Берлин изменился, и мир изменился. Меня вдруг отправили из Восточного Берлина в Западную Германию. Андрей консулу заявил, что за безобразие, я руководитель делегации, вдруг Хамраева отправляете. А у нас приказ из Москвы, объяснил консул. Если нужно, мы отправим вас и его и в Африку, и в Америку, куда хотите. Выдают мне 2-й паспорт заграничный, и я ночью поездом выезжаю в Западную Германию, во Франкфурт на Майне. Не понимаю, зачем я еду. Сказали, что там меня встретят. Мы проезжали из Восточного Берлина в Западный. В вагоне я был один. Почему-то меня запер в купе проводник, сказал, чтобы я не выходил. Но я в окошко смотрел, как мы проезжали из темного Восточного Берлина в ярко освещенный Западный. Меня поразило, что на станции через каждые 20 метров стоял пограничник, солдат с собакой-овчаркой. И я посмотрел, прижался к стеклу. С каждой ступеньки вагона спрыгивал офицер. Прямо перед шлагбаумом, где начиналась территория Западного Берлина. И мы когда проехали вот нейтральную зону, Берлинскую стену, мы въехали в море огня, море огня. Улицы заполнены людьми. И я просто поразился, насколько большая разница между социалистическим раем и загнивающим капитализмом. Во Франкфурте на Майне я вышел с чемоданом,
в зубах паспорт советский. Меня встречает молодой человек, говорит: я директор кинофестиваля советских фильмов в Франкфурте на Майне. Я вас встречаю. А я смотрю, где пограничники, где контроль паспортный. Оказывается, ничего там нету. Вот я пришел, меня встретили, я прямо проехал в отель. И в отеле первым, кого я увидел, Сергея Федоровича Бондарчука. Он пил утренний кофе в ресторане.